Меня попросили рассказать по мотивам, скажем так, моего поста относительно лидерства. И, собственно говоря, ничего нового я, наверное, не скажу в сравнении с тем, что там написано. Поэтому, наверное, если мы и что-то получится интересное, то, наверное, в результате вопросов. Про лидеров. Почему я хочу рассказать это здесь? Во-первых, некий дисклеймер. Все, что я скажу, конечно, субъективно абсолютно. Это мои личные правила, они нисколько не являются верными или неверными. Это то, как я воспринимаю реальность, и то, как я, скажем так, строил команды и строю команды до сих пор. Вы либо будете лидерами, либо будете в команде лидеров. Да, вот, в любом случае вы так или иначе с ним будете соприкасаться. И то, что вот те 20, скажем так, позиций, о которых я говорю, это вопрос, каких лидеров вы выберете и с какими столкнетесь, с какими можете быть сами. Ориентируйтесь, за кем вы идете, потому что это, это прям важно. Не только с точки зрения того, куда вы придете, а как именно вы будете идти. Потому что, в конце концов, куда вы придете, это уже в последнее время не так важно. Первое. Лидер должен быть личностью. Вот это самое важное. Он должен быть понятный, с четкой гражданской, социальной, культурной и личной позицией. Он не может быть нейтральным. Следующий момент. И вот он, наверное, краеугольный. Лидер всегда защищает свою команду от параллельных команд и от вышестоящих руководителей. То, как ваш руководитель ведет себя на каких-то общих совещаниях, когда речь идет о каких-то ваших достижениях или, наоборот, ваших ошибках, показывает, как он поведет себя в сложной ситуации. И любой лидер должен полностью и всегда отвечать за своих сотрудников. Но не давать никому другому к ним прикасаться. Знаете, есть такое старое еще выражение средневековье: вассал моего вассала, не мой вассал. Так вот, оно на самом деле как раз вот про это. Следующий момент. Я в России не верю в лояльность бренду. Мне кажется, в стране, в которой менялась идеология каждые 15-20 лет, лояльность к какому-то названию, позиция по меньшей мере эфемерная. Есть лояльность людям, с которыми вы работаете. И если вы хотите, чтобы эти люди что-то сделали для компании, с которой вы связаны, они должны быть лояльны вам, а вы лояльны вышестоящему. Постарайтесь сделать так, чтобы люди ориентировались не на название на визитке, а на человека, на которого они работают. Я помню, мы делали проект на Дворцовой. Может быть, и как-то и вы про него узнали, это было где-то год назад, наверное, даже чуть больше, это конец сентября. У нас было 12 дней на сбор 120 тысяч человек всего. Это была, честно говоря, полная авантюра. Это был день рождения Мегафона, концерт на Дворцовой, был тогда Сплин, Чаев и, по-моему, Animal Jazz. Так вот, все тогда работали круглосуточно. Не из-за лояльности конкретно компании Мегафон. Все работали, потому что боялись подвести друг друга. Я помню, я спрашивал у своих ребят, ровесников, которые попали в 90-е, не как я отсиделись на военной кафедре, а которые попали на реальную войну. Я спрашиваю: а вы за что там все воевали? Говорят: только за человека справа и слева. Ни за какие, не за идеалы, не за правительственные какие-то воззвания. Нет, за человека справа, слева все. В работе, в принципе, то же самое. Ты либо боишься подвести сотрудника, который рядом с тобой, и который, в общем, зависим от тебя, либо не боишься, и тебе на него все равно. В этот момент какие-то особые отношения к компании, на которой работаешь, оно не имеет значения, потому что ты приходишь, не знаю, к 8 утра вместо 9, не потому что компания на рынке должна подняться, а потому что твой руководитель уже пришел, а какая-нибудь девочка, которую только что нанял, она уже тоже пришла, и у тебя нет выхода. Дальше важный момент, он для меня очень субъективный. У лидера и его команды должно быть одинаковое понимание, на что они готовы пойти ради работы, а на что нет. Я помню, была ситуация, когда я не взял в команду человека, девушку точнее,
Иногда это одно и то же. Задав вопрос, гарантирует ли она то, что не забеременеет в ближайшие 3 года? Он говорит, да, гарантирую. После этого человека я не взял. Потому что я говорю, скажи, пожалуйста, а ты вот уверена, что ты в ближайший год не влюбишься так, что ты скажешь, да пошли вы все в задницу вместе своей работой, я рожу от этого мужика в любом случае. Да, потому что в конце концов это человечность. Он говорит, ну я гарантирую точно. Говорю, тогда ты не человек, ты робот. А мне в команде нужны люди. Почему она так ответила? Не потому что, наверное, так думала, я надеюсь, по крайней мере. Хотя если так думала, то точно не попадает в мою команду. А потому что ее научили, что вы знаете, вы приходите там, не знаю, там, на собеседование в крупную компанию, и все хотят, чтобы вы 3 года работали, никаких декретов и так далее. Да, и все вот с этой мантрой сидят. Так вот, у меня другие, честно говоря, требования к людям. Я не понимаю, кто уходит в 6 часов вечера и бросает ручку, и все ушло. Да, все домой пошли, если требует реальность и сегодняшняя ситуация остаться поздно. Но я и не понимаю людей, которые, если им, не знаю, там, на совещании позвонит ребенок и скажет, мне нужно срочно поговорить, не бросится, не выйдет и не начнет с ребенком разговаривать. И вот это понимание должно быть одинаковое у лидера и у команды. То есть вы приходите к человеку на собеседование на работу и начинаете понимать, какой он. И делаете вывод, я имею те же ценности, что он. Я на то же готов пойти, или я готов пойти ради работы, а на что не готов. И не нужно переоценивать, потому что в конце концов работа уходит, а личное остается. Вы знаете, вот мне как раз недавно я разговаривал со своей подругой, у которой летом, к сожалению, умерла сестра молодая, ну, там трагическая ситуация, и она приходит на работу. Это прямо случилось, вот, там, не знаю, случилось вчера, она приходит на работу и говорит, слушайте, я завтра должна ехать к родителям, потому что сестра умерла. Ну, понимаете, да, насколько это для родителей трагическая ситуация. А ей начальник говорит, а завтра же проект мы сдаем, как ты поедешь? Ну, вот как-то странно, да, вот. Для кого-то это норма, для кого-то нет. Выбирайте тех людей, для которых норма и не норма находятся у вас в одинаковой системе координат. Потому что иначе в какой-то момент вы столкнетесь с достаточно серьезными противоречиями. Дальше момент, какой человек в личной жизни, такой он на работе. Если он скотина и подлец по отношению к своей жене, он будет скотиной и подлец по отношению к вам. Не бывает по-другому. Изучайте, какой он в отношении со своими друзьями, со своими предыдущими коллегами. Но это то же самое, как, не знаю, я часто провожу параллели между личной жизнью и работой, потому что в конце концов это, ну, так или иначе одна материя. Меня всегда удивляют девушки, которые начинают встречаться с человеком, который повел себя как подлец с предыдущей девушкой, и думают, что с ними будет по-другому. Нет, не будет. Будет именно так. Точнее, хуже, потому что мы всегда катимся вниз. Мы никогда не идем наверх в этих вопросах. Ну вот, то же самое на работе. Если вы смотрите на человека и понимаете, что он ведет себя как-то странно по отношению к своим близким, уверяю вас, в какой-то момент то же самое случится с вами. Вас подставят. Делайте выводы соответствующие. И то же самое на вас смотрят. Поэтому если вы по отношению к своим каким-то близким людям проявляете, ну, по меньшей мере неуважение, то это считывают все остальные и делают такие же выводы про вас. Очень частый вопрос, а что делать, если члены вашей команды сделали хорошее предложение, он должен от вас уйти? Поддержать, помочь и сделать, чтобы он ушел. Не потому что он в любом случае уйдет. Нет, потому что вы в другой команде получите себе лояльного человека, раз. Да, во-вторых, вы поможете человеку вырасти, если он не может вырасти в вашей среде. Это тоже нормально. Потому что, опять же, это достаточно такой вопрос философский, насколько нужно из человека выжимать все до последнего, или нужно дать ему шанс в другом месте, если вы сами самостоятельно шанс дать не можете. Почему в Москве в итоге все держат питерцы? Да, никогда не задавались этим вопросом. Почему так сложилось? Да, это не из-за того, что только один человек из Петербурга. Нет. Потому что Петербург, как город глубоко провинциальный, давайте не будем питать никаких иллюзий, это мой любимый город, но он глубоко провинциальный. В нем очень маленькая прослойка людей, которые постепенно вырастают и начинают каким-то образом влиять на процессы. Но, условно говоря, если вот 10 лет назад был главный редактор газеты «Коммерсант»,
Андрюша Ершов, он так и есть, ну там, не знаю, 8 лет, он так и будет очень долго. И поэтому, если 8 лет назад я бы с ним поссорился и поступил как-то достаточно, там, не знаю, нехорошо поступил, то, наверное, до сих пор были бы проблемы с газетой «Коммерсант» у меня. Также со всеми остальными. И поэтому питерцы смотрят на окружающую реальность как на очень долгую игру внутри одного маленького коллектива, внутри которого ты не можешь себе позволить сказать, знаете, я вот сейчас вот весь коллектив поменяю и буду другим человеком. А в Москве человек приезжает, думает, сейчас я вот за год что-то здесь быстренько что-то сделаю, при этом поступлю, возможно, с кем-то там, недальновидно или подумав о каких-то краткосрочных выгодах, и посмотрю, какой будет результат. Так вот, петербуржцы смотрят на это как на невозможную ситуацию, потому что ты в любом случае с этим человеком останешься на всю жизнь. И поэтому в Москве длительное время они со всеми продолжают точно так же дружить. Они продолжают точно так же ответственно подходить к любому решению своему. И такая же ситуация и в команде, потому что если человек пришел, работает с тобой, и вдруг он получил хорошее предложение, или вы получили хорошее предложение, вы понимаете, лучше сейчас отпустить, но зато через 5 лет у вас будет лояльный человек к вам. И главное, если не умеете дать самостоятельно что-то человеку, дайте ему возможность этот шанс использовать в другом месте, это нормально. И также выбирайте себе руководителя, который скажет, не вопрос, конечно, иди, это правильно, потому что там ты выиграешь. Людям нужно давать ошибаться. И нужно искать тех руководителей, которые дают ошибаться вам. Я могу сказать, что концерт, опять же, на Дворцовой, просто я сейчас привожу пример, как достаточно такой масштабный, делала девушка, которая никогда не делала таких проектов. Никогда. Более того, уже, наверное, недели за 2 до начала я бы ничего не изменил уже. Если бы она не справилась, это ничего бы не получилось. Но эта девушка за 2 недели выросла так, как люди растут за несколько лет. Потому что она понимала, что если сейчас провалится, то будут достаточно большие проблемы и у нее, и у меня. Ошибки были, безусловно. Да, но эти ошибки были не такие, наверное, катастрофические, чтобы я не вмешался. Но тем не менее я знал, что человек намеренно, точнее она знала, что намеренно ей позволяю эти ошибки совершить, потому что как машину невозможно научиться водить с инструктором, так же и работать невозможно, если вы никогда не оставались один на один. Поэтому давайте людям совершать ошибки, даже если вы видите, что они произойдут. Более того, от других требуйте возможности ошибиться, потому что хороший руководитель никогда вас не отругает за ошибку. За повторную ошибку, там, не знаю, там, 3-й, 4-й раз, наверное. Следующий вопрос. Людям нужно давать абсолютно разные задания, тогда их мозг начинает работать. То есть сегодня он занимался организацией, я сейчас про свою отрасль, естественно. Сегодня занимался организацией ивента, завтра занимается благосферой. Наверное, не так много в жизни работ, в которых ты не можешь за полгода научиться тому, как в совершенстве ее исполнять. Я сейчас не говорю про хирургию или про, не знаю, там, юриспруденцию. Я сейчас говорю все-таки про управление. Так вот, чтобы человек не заскучал, чтобы ему было интересно, ему нужно давать абсолютно разные задания. Это как наркотик. Да? Ты постоянно находишься в определенном адреналиновом стрессе. Есть такое понятие, санитарный фактор, я сейчас просто про деньги несколько расскажу. Опять же, мое мнение, деньги никогда не являются мотивирующим фактором для человека. Это причем проверено, кроме ситуации, когда деньги нужны на спасение жизни. Вот во всех остальных случаях. Я сейчас приведу пример, как мы к ним относимся. Представьте себе, вы пошли на обычное обследование, и вам врач говорит, слушайте, у меня есть подозрение, что у вас рак. У вас сдавайте биопсию, через 5 дней придет анализ. Вот эти 5 дней вы ни о чем не думаете, кроме рака. Вообще ни о чем. Каждое утро вы просыпаетесь с одной мыслью, только бы не рак. Да? Но самое главное, в этот момент вы считаете, что если у вас будет не рак, то вы будете самым счастливым человеком на свете. Вы даете себе обязательство не курить, не пить, не знаю, вести здоровый образ жизни, принимать все нужные таблетки. Дальше вы идете глубже, увидеться со всеми родственниками и сделать все, что не успели. Вот только бы не это. Вы вообще больше ни о чем не думаете. Я просто знаю, о чем говорю, да? Проходит 5 дней, вы сдаете биопсию.
Пришел анализ, у вас не рак. Через где-то там недели-две вы перестаете испытывать ежедневное счастье от того, что у вас не рак. Вы просто забываете про это и начинаете жить дальше. Вы продолжаете курить, пить, не принимать таблетки, не ездить к родственникам. То есть все то же самое. Жизнь сваливается в определенное для вас русло, которое вам приемлемо. И это нормально, на самом деле, мы все люди. Так вот, с деньгами то же самое. Вы, не знаю, пошли интервьюироваться на работу, я сейчас условно сказал, да, $1 000 000 в год. И вы думаете, что если вы эти получите деньги, то вот все, вы будете пахать на них 10 лет так, что просто будете на работе с 7 утра до 7 вечера и без выходных, и без праздников. Через 2 месяца это перестанет быть мотивирующим фактором. Ну, через 3. Вы будете воспринимать эти деньги как нормальное для себя состояние. Более того, вы в долги еще влезете. Вот уверяю вас, что-то маловато, не хватает у меня. Это перестанет быть фактором, который влияет на вашу работоспособность. И только драйв, только какие-то внутренние посылы, внутренние задачи, которые для вас важны, они будут вас мотивировать на работу. То же самое, естественно, да, и ваш руководитель понимает. За премию никто не работает, так не получается. Вот если этих денег не будет, вы будете испытывать большой дискомфорт. Да, вот если вдруг какой-то момент скажет, слушайте, премии все отменяются, вы будете разочарованы, но вы никогда не будете работать за это. И кроме ситуаций, когда они очень-очень нужны, да, вот мы их не рассматриваем. Если у вас, опять же, говорю, ситуация, что для этого нужно лекарство, конечно же, деньги являются фактором мотивирующим. Во всех остальных случаях нет. И люди это понимают. Поэтому если они не дают вам задачи, которые вас заставляют любить то, что вы делаете, то постепенно вы с этой работы уйдете, какие бы там деньги ни были. Я вот таких людей, затасковавших, видел очень много, несмотря на то, что они получают большие-большие деньги. Следующий момент. Опять же, он абсолютно субъективный, и только не знаю, немногие этим интересуются. Как мне кажется, лидер должен знать, что у него происходит в команде у людей внутри. Чем они интересуются, какая у них личная жизнь, что у них происходит помимо работы. Помогать, если может. Да, потому что все имеют какие-то возможности, особенно в России. Не знаю, там заболела тетя, ты нашел ей врача, не знаю, какая-то другая проблема случилась. Потому что так появляется преданность. А только когда есть преданные тебе сотрудники, ты можешь рассчитывать, что в случае кризиса они никуда не уйдут. Вот. Дальше. Всегда лидер должен давать своим заместителям возможность себя показать перед руководством. Для того, чтобы все остальные видели, что в этой команде есть сильные лидеры. Вот на самом деле, если вы приходите в команду и видите, что достаточно серые мыши вокруг, то значит лидер боится под собой растить кого-то сильного. Он и вас задавит. Вот лидер должен понимать, что в любой момент он уволится, вместо него 2 человека займут его место и будут лучше. Тогда это будет работать. Следующий вопрос. Лидер всегда сначала выслушивает все мнения, а потом озвучивает свое решение, а не наоборот. Потому что в этих мнениях может быть какая-то важная информация, а когда ты уже озвучил свое решение, а потом тебе сказали то, что, знаете, вот мне кажется, что мы можем по-другому поступить, и это правильно, тебе неудобно отыгрывать назад. И очень многие решения принимаются абсолютно иррационально лидером только потому, что я сказал. Хлопнул кулаком, черт с ними, я сказал, и так будет. Я так тоже делал, потому что у меня выхода не было. Да, я всегда взвешивал, окей, наверное, я сейчас буду неправ, но зато мой авторитет не пострадает. После нескольких проколов я начал последний принимать решения. Потому что уже тогда я понимаю, что кроме меня никто ничего не предложит интересного. Следующий вопрос – ирония. Рекламная пауза. Я считаю, что лидер должен поощрять иронию над собой, возможную, это его сила, и не прощать хамство в свой адрес. Никогда. Понимаете, это очень узкая грань. Она в личной жизни точно такая же. На меня там делали фотожабы сотрудники, делали демотиваторы с моим лицом. Ну, то есть так, по-тяжелому. Но один раз один человек перешел грань и немножечко нахамил, я его уволил через 2 дня. Потому что этого нельзя допускать. То же самое вы не имеете права по отношению к своим сотрудникам. Смеяться над ними, опять же, в рамках приличия можно, хамство никогда. И никому не позволяйте по отношению к себе этого совершать. Дальше.
Цените эгоистов. Это самые честные люди. Вот не надо искать себе в команду романтиков, да, потому что в какой-то момент их хлопнет эгоизм. Это точно произойдет, никуда не денешься. Они вдруг подумают, черт, что-то, мне кажется, меня используют. Вот лучше с самого начала человек понимает, что его используют, и он вас использует. Тогда это не будет сюрпризов, раз. Во-вторых, это реально нормально. Заботиться о себе, о своей команде, о своих близких и выжимать из компании, на которой ты работаешь, максимум, отдавая ей тоже максимум по возможности. Никогда не нужно интриговать внутри компании и внутри своей команды. Если возникают коалиции, их нужно разбивать. Более того, если в вашей команде возникло противостояние двух сильных личностей, одного придется уволить. И, соответственно, если вы таким человеком будете, то вас придется уволить, да? Потому что это противостояние разорвет команду на две части. Ну, к сожалению, так бывает. Поэтому старайтесь и не попадать внутрь интриги, ну и не создавать их. Потому что так или иначе лидер скажет, так, черт с ним, ладно, вся эта ссора мне надоела, либо и того, и другого уволю, либо одного оставлю. Ну, не хотелось бы, чтобы вы попали на это место. Понятно, что не нужно спать с членами команды, потому что это всегда плохо заканчивается. Но, соответственно, не нужно идти на то же самое, если вас к этому склоняет ваш руководитель. Да, не потому что это аморально, нет. Это как раз вопрос морали меня меньше всего волнует в данном контексте, а потому что это плохо кончится для самой команды. Ну, невозможно, для вас лидер перестанет быть лидером. Ну, знаете как, у меня была возможность практически встретиться с любым в Россию приезжающим известным человеком, а так как я поклонник Депеш Мода, я специально дистанцировался и никогда не виделся с ними ни в гримерке, ни в гостинице, неважно. Они для меня сакральны остались. Да, вот лидер то же самое вот в этом контексте. Он не должен быть для вас человеком, как выходящим, условно говоря, из душа, вообще непонятно какой, потому что он потеряет свою некую власть над вами. И человек не должен этого делать, потому что, помимо, говорю, что это не очень хорошо с точки зрения, там, не знаю, общественного мнения, но и это неправильно для руководства человеком. Дальше, наверное, последнее, потому что мне сказали, что все, 5 минут осталось. Никогда не угрожайте, если вы не выполните эту угрозу. И никогда не слушайте людей, которые 3 раза вас обещали уволить за какой-то проступок и не уволили. Уволил? Тогда мужик, условно говоря, если решил. Обещал лишить премии? Лишил премии. Да, обещал дать в морду? Дал в морду. Но нельзя говорить и не делать после этого, потому что команда перестанет уважать. Я нарушал это достаточно много раз, потому что у меня такой достаточно экспансивный характер, и бывало, что там лишний ляп, но все, кто теперь в 9 утра не приходит на работу, всем труба. Ну, потом, естественно, ни разу никто к 9 после этого не пришел, потому что 2 раза обещал всех уволить, никого не уволил, естественно. Да? Поэтому лучше не бросаться словами и относиться к тем, кто этими словами бросается, ну, по крайней мере, настороженно. По крайней мере, потому что, скорее всего, этот человек не выполнит и положительные определенные обещания. Вот достигнешь результатов, премия будет такая, что… А потом этой премии нет. Так вот, это зеркальная ситуация. Так, мне сказали все, без 15:10, у меня есть 15 минут на ответ на вопрос. Я готов. Здравствуйте, меня зовут Петрова Марина Сергеевна. Как серьезно? Ну, Марина Мы же тут не да. шутки пришли шутить. Ну, понятно, да. Ну, кроме меня точно нет, да. В общем, вопрос такой. Насколько вы считаете допустимым брать к себе в команду либо членов семьи, то есть родственников, либо очень близких друзей, естественно, при условии, что они подходят по тем параметрам, которые лидер… Они не подходят. Вообще? Не надо. А если так сложилось, что изначально складывается команда, допустим, у меня был такой жизненный пример, что изначально под проект создавалась команда, мы вот единомышленники, у нас есть общая идея, она нас объединяет, мы все хорошие друзья. И не считаете ли вы, что это, наоборот, может помочь, как минимум, на моменте какого-то энтузиазма, который может мотивировать? Ну, вы через некоторое время перестанете быть хорошими друзьями, это я вам обещаю. Это никогда не работает. Кроме, ну, не знаю, когда… То есть друзьями перестают быть все, это 100%. Потому что в какой-то момент ты должен сделать выбор, предъявить претензию серьезную, возможно, расстаться с человеком. Иногда команда действительно становится сильной, но вы жертвуете. Просто выберите, что вам дороже. Но не бывает так.
Вот чтобы люди 20 лет продолжали дружить, исключение, конечно, бывает, там, не знаю, одно из двух, то есть один из 100 конечно, случаев, но в общем и целом я бы рекомендовал этого не делать, потому что у вас не будет моральных обязательств. Ну, потому что уволить близкого друга – это тяжело. А если у него проблемы в этот момент, еще тяжелее. Потому что у вас возникают, ну, такие серьезные внутри души трения. А что для вас важнее? Человеческое или результат на работе? Ну, вот вы взяли, нет, вы, не знаю, там, взяли себе в команду близкого друга. Он работает хуже, чем человек на открытом рынке. Ну, вот хуже. А у него, не знаю, там дети болеют в этот момент, причем серьезно, ему нужны деньги. Вот вы как поступите? Просто я не знаю, как я поступлю, мне будет достаточно сложно принять решение, у меня все-таки приоритет личного над общественным. Но для команды в целом, для результата, конечно, это неправильно. Поэтому я считаю, что лучше этого не делать, соблюдать нейтралитет. Вот мой ответ. Не нужно смешивать. Спасибо большое. Судя по всему, Марина Сергеевна… Я вижу, что мы будем исключением просто. А это да, исключения бывают, да. Да нет, слушай, может просто для вас результат будет важнее, чем дружба, это нормально. Тарасова Анна, хочу продолжить вопрос. А что делать, если уже… Если все уже пропало, да? Нет, вот если ты был частью команды, у тебя есть друзья в этой команде, тоже достаточно давно дружите, и тут тебя выбирают лидером. То есть прошлый лидер ушел, и ты становишься лидером этой команды. Я понимаю, что дружба в этот момент уходит на второй план, но как себя вести, когда вот твои друзья, теперь ты становишься над ними главным? Ну, во-первых, вести так, как я рассказал выше. Слушайте, если вы не нарушаете общечеловеческих принципов каких-то, да, то ваши подчиненные это поймут. Немногие это выдержат, немногие. Потому что когда вы все были равны, а вдруг один стал выше, те, кто были до этого с вами, начинают испытывать, зачастую некие комплексы неполноценности, почему так произошло. Не часто, да, потому что кто-то смирится с тем, что у вас больше ответственности, кто-то поймет, что ему это не совсем нужно и примет вот эту новую конструкцию как данность. Тем не менее, основное – это договориться о всех правилах игры на берегу. Вы стали лидером. Ребята, смотрите, вот теперь на мне вся эта ответственность. У меня есть некие правила, как должно быть. Давайте вот мы сейчас договоримся, что все этим правилам следуют. Если нет, давайте мы сейчас примем решение, что кто-то уходит или кто-то не уходит, но тем не менее мы не будем потом из этой ситуации выходить, когда уже на самом деле проект будет, не знаю, в середине развития или нам останется, не знаю, 2 шага до выхода на IPO. Если бы эта ситуация была разрешима, у нас не было бы в стране заказных убийств. А их достаточно среди бывших друзей. Да? Или никогда вас не удивляет, что люди поженились, а потом они начинают делить ребенка так, да, что ребенок не понимает, как мама и папа могут друг друга так ненавидеть. Они же когда-то были рядом, они когда-то друг друга любили. То же самое и в команде происходит. Да? Поэтому, если вы заняли уже лидирующее место в команде, то изложите правила, по которым вы живете сразу. И вот в первый месяц нейтрализуйте все, скажем так, такие острые углы моментально. Не пытайтесь закрыть глаза на что-то. Лучше сразу же сказать, что вот это меня не устраивает. То есть лучше с человеком сразу разойтись, чем копить, а потом это все равно взорвется. Вот поэтому мне кажется, что в первый месяц вы поймете, кто с вами останется, кто нет. А дальше уже поздно что-то менять. Это как в отношениях, опять же. Вот если вас раздражает в мужчине что-то, лучше ему сразу сказать, потому что вас все равно это выбесит через год. Не нужно думать, что вы с этим справитесь. Нет, не справитесь. Спасибо. Здравствуйте, тоже Анна. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, нужно защищать подчиненных. А Да. если вы в такой ситуации, что клиент вам очень важный, вы не можете перед ним защитить подчиненных, как быть? А что значит, вы не можете защитить подчиненных? Вы не можете ему возражать, вы не можете запретить ему кричать или что-то еще. Много истерик на рынке происходит. Ну, опять же, мое решение, я послал клиента подальше. То есть, если клиент при мне
начинает материть моих сотрудников, вести себя неадекватно и каким-то образом их унижать, я просто найду другого клиента, даже если это будет стоить мне потери какого-то места на рынке. Но опять же, я могу быть неправ, да? Потому что так или иначе команда все равно дороже, чем клиент. В любом случае. Ну, нам иногда кажется, что без этой работы мы вообще не выживем. Без этого клиента бизнес не справится. Ну, либо вы делаете так, что он орет на вас, вы говорите, значит так, минуточку, все вышли, а вот теперь можете бить меня ногами. И ваши подчиненные, во-первых, не видят, как бьют их при вас, во-вторых, не видят, как вас унижает потенциальный, не знаю, там, рекламодатель, клиент и так далее. Но при вас вашу команду трогать не должны. Ну вот, опять же, для меня это правило. Я помню, я пришел когда только в Мегафон, и через там полгода мне руководитель сказал, так, слушай, вот твоя провалилась, давай-ка ее уберем. Говорю, ну тогда я тоже пошел. Ты уверен? Говорит, типа, за базар-то ответил? Говорю, да, вообще не вопрос, прям завтра уволюсь. Он говорит, ну хорошо, ладно, тогда оба остаются. И я вот нисколько не сомневался в том, что я уволюсь в тот же момент. Ну, потому что мне кажется, что это не говорит о моем глубоком внутреннем мире, естественно, нет. Это только прагматика, исключительная прагматика, потому что тогда эти люди для вас найдут еще 5 таких клиентов, как вот этот. А ни на ком свет клином не сошелся, это точно. Ну, если я ответил на вопрос. Опять же, ребят, очень сложно давать советы, когда у человека другое мировоззрение или другие возможности. Ну вот как, не знаю, если я спрошу у своего приятеля спецназовца, как вести себя на улице, он скажет, слушай, ты начал вот так бьешь, потом так, потом так. Я это сделаю и точно огребу, потому что я вот даже на первом ударе я уже завалюсь. Да, вот поэтому вы делаете так, как вы считаете нужным, и на что у вас сейчас есть силы. Потому что если реально, не знаю, от этого клиента все зависит в бизнесе, ну, может быть, там в какой-то момент нужно потерпеть. Просто я бы терпеть не стал, но у меня другая ситуация. А в какой-то ситуации буду терпеть, уверяю вас, все зависит от того, как вокруг складываются взаимоотношения и с твоими близкими в команде или с этим клиентом. Но тем не менее, вот это моя рекомендация на сейчас и на мое внутреннее ощущение сейчас. Она может быть не совсем верная. Доброе утро, меня зовут Кристина, мы с вами уже успели познакомиться немного. У меня такой вопрос. Вот вы говорите... Значит так. Нет, ничего такого, честно. Вот именно, да, а то потом будет. Извините, да. Утро. Я даже не знаю теперь, как реагировать. Ну да, действительно утро. И то правда. Вот вы говорили о том, как отпускать своего подчиненного в другую команду. А вот если вас приглашают в другую компанию, команду, и вы понимаете, что это действительно будет лучше для вас, стоит ли пытаться забрать вот эту наработанную годами команду с собой, или стоит нарабатывать что-то уже на месте, уже в новом месте, с новыми людьми? Слушайте, тут нет правильного ответа. Давайте сначала, если некий моральный аспект по отношению к нынешнему работодателю. Если вы не обещали, когда будете уходить, не забирать с собой команду, то вы можете ее забрать. А вот если обещали не забирать, то не можете. Потому что дали слово, все, да? То есть, допустим, не знаю, вам сделали предложение, вы пришли к своему руководителю и говорите, слушай, я ухожу. А он тебе говорит, помнишь, мы договаривались о том, что ты когда уйдешь, то твои люди останутся. Я говорю, да, помню. Выполнишь, да, выполню, все. Поэтому лучше таких обещаний не давать. Второй момент, естественно, нельзя уходить перед реализацией какого-то большого проекта, потому что вы подведете своего руководителя, и опять же, так не делается. Во всех остальных случаях вы поступаете абсолютно эгоистически. Это нормально, потому что компания всегда тоже поступит эгоистически. Вот не нужно думать, что она поступит по-другому. То есть если вы не подведете человека, который вас брал на работу, и не нарушите обещания, то, конечно, нужно спокойно уходить. Это первый вопрос. Второй, брать с собой команду или не брать? Наверное, брать, если для этой команды там есть место. Если те, которые в вашей команде находятся сейчас, подойдут под те задачи, которые вы должны выполнить на новом месте.
Наверное, да, потому что вы с ними уже давно отработали. Хотя я всегда приходил и из имеющейся команды я строил то, что нужно мне. То есть я, не знаю, там, сколько мест не было, я всегда приходил, никого не увольнял, а старался из людей, которые на месте уже есть, слепить то, что мне нужно по каким-то своим правилам. Потому что эти люди там, не знаю, хорошо выполняли ту работу, которая была до меня важна. Тут скорее вопрос, вы их с собой возьмете, потому что они вам преданы, или потому что они хорошо делают работу, которая нужна. Ну, условно говоря, если бы я сейчас уходил бы не в сотовую связь, а, не знаю, в стройку, то я бы брал бы людей, которые разбираются в стройке, независимо от того, они часть моей команды или нет, а на какие-то ключевые, может быть, направления, где нужна, наверное, не то, что даже преданность и лояльность, а нужно понимание, как человек поступит в той или иной ситуации, я бы, наверное, взял бы там одного-двух членов команды. Но это не правило. То есть, по крайней мере, нет ситуации, при которой ты ушел, взял с собой команду, ее поставил, она заработала. Нет. Это всегда зависит от того, чем компания занимается. Ну, вот мне так кажется. Утро доброе, меня зовут Ангелина. Вот я. Да. Маленькая на заднем ряду. У меня вопрос такой. Мало кто из нас работает по специальности, которую получил в ВУЗе. Это серьезная заявка тут. Мне кажется, многие возразят. Ну, так. Кстати, есть такие люди, кто работает по специальности? Ой, правда много, куда-то я не туда вот. попала. Ну, хорошо, тогда... Я бы сказал, наоборот, туда. Да? Второй тогда пункт. Мало кто... Первый вопрос отпал. Мало кто всю жизнь работает на одной специальности. Да? Мы не в Японии живем, и корпорации нас не покупают. Поэтому вопрос такой. Вот каждые там 3-5 лет мы хотим менять сферу деятельности. Ну, по крайней мере, вот я уже успела сменить 2. И вопрос, меняем ли мы команду, когда мы меняем сферу деятельности? Если с нами работают, ну, там, дизайнер, копирайтер, еще кто-то, они классные ребята, отлично работают и друзья при этом. Но все же, когда стоит менять команду и когда стоит менять сферу деятельности? Угу. Ну, сферу деятельности стоит менять в том случае, если новая сфера деятельности приносит вам больше, чем предыдущая сфера деятельности. Что касается работы непосредственно, я сторонник менять ее там, раз в 3-4 года. В любом случае, потому что ты просто выгораешь на том месте, на котором ты был. Мне так кажется, это правильно. Опять же, зависит от профессии. Если хирург вдруг решит, я теперь дизайнер, это будет очень странно. Еще хуже, если дизайнер решит, я теперь хирург. Да? Вот. Поэтому я бы, наверное, не обобщал так, что мы все меняем профессию раз в 4 года. Вот места, да, наверное. Что касается, опять же, команды. Возвращаясь к вашему вопросу и к предыдущему. Но мне кажется, что всю жизнь идти с одними и теми же людьми рядом хорошо с точки зрения, наверное, там, общего круга, и вы не даете дорогу другому дизайнеру, который в новой команде для вас мог быть гораздо более полезен. Поэтому, почему я говорю про дружбу? Потому что вы начинаете руководствоваться не прагматикой, а личностными моментами. Ну вот вы с ним дружите, у вас все хорошо, и вот я ухожу, надо с собой забрать. Я не уверен, что всегда это правильно, потому что, может быть, этот человек на новом месте не справится. Может быть и так. Поэтому вы каждый раз, опять же, мое мнение, переходя на новое место, вообще закрываете глаза на все, что вы знали до этого о человеке, и пытаетесь понять, профессионально он подойдет под эту позицию или нет. Как будто вот все заново набор идет. Это сложно абстрагироваться. Почему я считаю, что, несмотря на то, что я адепт личных отношений внутри команды, все-таки, переходя на новое место, ты смотришь, насколько твой член команды, который был до этого, подходит на данную позицию в сравнении с еще 5 новыми. И делаешь новый выбор, если можешь закрыть глаза. Потому что тогда у тебя будет команда все эффективнее и эффективнее. Если я не ошибаюсь, наверное, кумовство, да, называется, когда все время с тобой кто-то идет рядом. И я не уверен, что это самый правильный путь для бизнеса. Вот не факт, что у нас в стране все руководители на своих местах по профессиональным признакам были выбраны, а не по каким-то личным привязанностям. Ну, согласитесь, да, наверное? Может быть, не обязательно это было правильно. Вот, ну, я бы так легко, наверное, затронул вопрос кооператива, понятно какого, да?
Вот, может быть, не все там были такие, может быть, кто-то должен был быть из другой команды, возможно, это было бы правильно. Поэтому мне кажется, что переходишь на новое место и делаешь новый кастинг. Да, а членам команды по возможности помогаешь, если ты их с собой не берешь. Вот, опять же. Здравствуйте. У меня такой краткий вопрос. Где кончаются профессиональные отношения, начинаются личные? Ну, понятно, что спать нельзя. А что можно? С тоской в голосе. Они заканчиваются там, где личное начинает влиять на выполнение профессиональных обязанностей. Вот там это заканчивается. Потому что если вы понимаете, что, опять же, ваш близкий друг, с которым вы вместе и давно уже в одной команде, не справляется, есть совершенно новый для вас человек, который просто лучше выполняет эту задачу, и у вас внутри, ну как же я уволю близкого друга, вот значит вы уже перешли определенную грань. Вот, ну, опять же, это же зависит от того, что для вас самое важное в жизни. Может, вы будете потом так переживать, что для вас заработанный новый, там, не знаю, лишний миллион или построенная империя будут не так важны, как то, что человек, который был с вами 20 лет, вы его выкинули. Это ж нормально. Вот я на самом деле не уверен, что я принял бы решение такое вот жестокое и убрал бы человека, с которым я давно вместе, ради нового, потому что он более эффективен. Вот у меня, наверное, духу не хватило бы, скорее всего. Ну вот, поэтому грань – это переживание проблем этого человека и его, скажем так, боли как своей собственной. Вот как только вы начинаете понимать, что для вас его проблемы становятся своими проблемами, это очень хорошо с человеческой точки зрения, но это не очень же хорошо для внутрикомандной ситуации, наверное. Потому что в какой-то момент вы примете решение в зависимости не от прагматики, а от эмоций. Что, говорю, по-человечески правильно. И я так часто принимал решения, и они часто были неправильны. Ну, в силу того, что я очень часто эту грань переходил. Намеренно или не намеренно, это вопрос другой. Правильно я переходил или неправильно, опять же, тоже вопрос такой неоднозначный. Но в целом, как только у вас появляется достаточно серьезная привязанность к человеку, значит, вы что-то где-то перешли. Иногда, кстати, и спать-то проще иногда, чем вот эту привязанность каким-то образом в себе прекратить. Поэтому, наверное, когда вы вдруг понимаете, что вот у вас день рождения, и вы имеете право выбрать себе гостей, не знаю, 3 человек, и вот вы думаете, кого вы пригласили, если бы реально хотели. И вдруг этот человек вот среди них оказывается, ваш член команды, партнер по бизнесу и так далее, то эта грань уже все равно, вы ее перешли. Я не говорю, что это плохо, вы ее перешли. Вот как вы будете поступать внутри этой ситуации, это другой вопрос. Это рискованная игра, она чревата большими разочарованиями, так или иначе, но и большими выгодами, конечно, да, с точки зрения бизнеса. Ну вот, наверное, вот грань вот здесь. Она вот начинает здесь болеть или нет, если что. Не болит, значит, не перешли. Я, чтобы завершить, наверное, я не случайно, когда меня попросили задать вопрос, один, вот у вас тут у всех это таблички, посмотрите внимательно, что вы ответили, и идите к этому пути, потому что если вы выбрали, условно говоря, да, там, Нобелевскую премию, а упорно трудитесь в направлении Форбса, то в какой-то момент у вас будет разочарование, да, так или иначе, или наоборот. Вот прям реально важно выбрать то, что для вас имеет наибольшее значение, потому что в конце концов, я уже говорил, мотивирующий фактор, ну, деньги важны, но вы их не заметите, когда вы поймете, что вы всю жизнь шли не туда. А в какой-то момент вернуться обратно уже поздно, потому что вы уже пошли не туда. Спасибо большое, надеюсь, хоть что-то было полезно.